Вот еще одна розочка, побеги почерневшие я также удалил. Тоже сильно она у меня в этом году пострадала. Но тем не менее видно, что пошли молодые ростки, молодые побеги. Поэтому я ее также подкормлю этим составом. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания садовых роз. В этом видео я дам вам один очень полезный совет, как восстановить розы, которые плохо перезимовали, потемнели по разным причинам. Причины, кстати, бывают основные три, о них я вам чуть позже расскажу. И дам вам состав, который поможет восстановить розы. Он состоит из двух простых компонентов, которые несложно купить. Это удобрение и натуральный стимулятор роста и развития растений. Итак, в первую очередь мне часто задают вопросы. Вот сняли укрытие с роз весной, как только сошел снег, и смотрим, а розы практически все черные, побеги черные, такого темно-серого цвета. Бывает, на них появляется плесень. И почему такое явление часто происходит? Это явление происходит чаще всего с розами, которые мало зимостойкие. Это обычно чайно-гибридные розы и розы флорибунды. Также и плетистые тоже сюда можно большинство плетистых роз отнести, которые нужно, естественно, укрывать. Итак, сняли укрытие, а розы черные. Это происходит по трем основным причинам. Первая причина – это, конечно, недостаточно было сделано теплое надежное укрытие для роз. И розы просто-напросто не выдержали морозов, точнее укрытие не обеспечило достаточно хорошие свойства по сохранению роз в зимний период, то есть недостаточно было теплым, недостаточно надежным, и розы просто вымерзли. Пробил мороз, а мороз достаточно минус 20, уже минус 15, минус 20 градусов, и розы могут от таких морозов уже и почернеть, и погибнуть. Следующая причина – это слишком теплое укрытие, когда розы просто в зимний период выпрели, особенно там, где много снега выпадает, в более снежных регионах. Бывает, люди укрывают, допустим, там какими-то целлофановыми пакетами, закутывают там рубероидом, еще чем-то. То есть розы сидят в таких условиях, они просто там выпревают, появляется сырость в оттепели при положительных температурах зимних, такое тоже бывает, либо еще при застое влаги в весенний период, когда начинает таять снег весной, розы подмокают и чернеют, выпревают. Это вторая, самая распространенная причина. И третья причина, которая также случается, бывает, это инфекционный ожог побегов. Это заболевание, которое появляется также под укрытием. Поэтому осенью, после обрезки роз и перед их укрытием, я рекомендую обрабатывать растения любым доступным фунгицидом. Это может быть даже медный купорос. Он очень хорошо работает по розам. Обработали, укрыли, и растения будут надежно защищены от инфекционных болезней на весь этот период. От осени до весны, когда мы снимаем укрытие с растений. И сейчас я вам покажу состав, которым я, так скажем, помогаю растению ожить, помогаю его реанимировать. Это простой очень состав, состоит из двух компонентов. Сейчас мы его приготовим, и я вам покажу, как я им пользуюсь и спасаю им свои розы. Итак, раствор готовится из расчета 10 литров воды. Первый компонент, который я добавлю в количестве 1 столовой ложки, это вот такое удобрение сульфат магния. Здесь содержится магний и сера. Это удобрение минеральное очень хорошо способствует тому, чтобы растения проснулись и начали выпускать побеги, то есть проснулись спящие почки, появились побеги, в общем-то заставляет, подстегивает растения к вегетации. Я отмерил примерно 1 столовую ложечку, это около 20, может быть 25 граммов, и высыпаю в 10 литров воды. Второй компонент – это натуральный цветочный мед в количестве также 1 столовая ложка.
на 10 литров воды. Мед можно растворить отдельно в небольшом количестве воды и потом добавить в ведро с 10 литрами. Либо можно прямо в ведре растворить, это будет чуть подольше, но в принципе никакой разницы в этом нет. Мед является хорошим природным стимулятором роста и развития растений. Розы очень любят полив таким составом и после него, ну можно сказать, оживают и дают, раскрывают почки новые, появляются. Я вам сейчас покажу, как это все происходит. Все нужно хорошо перемешать, чтобы мед и удобрения полностью растворились. Вот эта роза у меня тоже достаточно сильно пострадала от морозов, несмотря на то, что она растет в теплице, еще плюс была укрыта воздушным сухим способом, но все-таки в этом году роза пострадала. Ну вот смотрите, как она сейчас выглядит. Примерно через неделю после обработки растение начинает активно вегетировать. В принципе, растение живо, и я надеюсь, что в этом году она будет цвести. Пусть не так обильно, как в прошлом году, но все-таки самое главное, что растение сохранилось. Первое, что нужно сделать, это, конечно, срезать все засохшие, потемневшие стебли. Возможно, вам потребуется мощный секатор, потому что стебли у роз бывают толстые. Бывает, их приходится резать даже сучкорезом. Особенно старые розы. Ну а теперь давайте посмотрим в основании куста. И вот видно, да, что есть молоденькие побеги. Зеленые почки проснулись. Главное условие, чтобы эти проснувшиеся почки были выше прививки. То есть прививка у нас роз происходит на шиповник, роза сверху. Вот все, что сверху от прививки, это культурное растение, тот или иной сорт розы. То, что ниже, это шиповник. Но вот эти вот побеги, это роза, потому что прививка находится ниже под землей. И видно, что почки просыпаются, и растение постепенно оживает. Все сухие листья, естественно, нужно будет удалить. Все побеги убрать подальше. На них могут зимовать болезнетворные микроорганизмы и вредители, поэтому всю сухую листву после обрезки надо обязательно убирать подальше от роз. Далее делаем около куста небольшую канавку, чтобы вода концентрировалась как можно ближе к основанию растения. И под каждое растение я выливаю 3 литра раствора, который содержит мед и сульфат магния. Вот еще одна розочка, побеги почерневшие я также удалил. Тоже сильно она у меня в этом году пострадала. Но тем не менее видно, что пошли молодые ростки, молодые побеги. Поэтому я ее также подкормлю этим составом. Надеюсь, что данное видео было вам интересно, а самое главное полезно. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения.